Журналисты сообщают, что Иран открыл воздушное пространство и часть аэропортов. Давайте попробуем разобраться, кому выгодно, невыгодно, что это дает. На самом деле открыл или это какие-то частичные действия, может быть временные. Итак, Иран аккуратно возвращает часть гражданских полетов, но только там, где риски ниже и на ограниченное время. Чтобы показать, мы контролируем ситуацию, экономика должна жить. Что именно они сделали? Открыли не все небо, а часть воздушного пространства, в первую очередь восточные коридоры. Разрешили работу ряда аэропортов, включая оба тегеранских, примерно по 11 часов в сутки в течение недели. Западная часть воздушного пространства, ближе к зоне потенциального удара США и Израиля, остается закрытой. Введены жесткие правила: за 5 минут до входа в иранское небо обязательная идентификация, за 5 минут до выхода связь с диспетчерскими соседней страны. Повод: небо закрыли после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. Сейчас делают пробное открытие. Руководство Ирана и Организация гражданской авиации здесь, конечно же, принимают важное участие в этих действиях. За частичное открытие нужен сигнал, что страны функционируют, нужны транзитные и внутренние рейсы, валюта, нормальная логистика, то есть это стране совершенно необходимо. Но они же ограничивают только Восток, только по часам, с особыми процедурами, балансируют между безопасностью и экономикой. Какова роль США и Израиля? Формально к решению не причастны, но именно их февральские удары заставили Иран закрывать небо. Им выгодно, чтобы риски для гражданской авиации были высокими, это давит на Иран экономически и репутационно. Международные авиакомпании и регуляторы, в том числе европейский EASA, они очень осторожны. Уже ранее предупреждали о высоких рисках полетов над Ираном из-за напряжения и противовоздушной обороны. Часть компаний вернется в транзит над востоком Ирана, если страховые регуляторы дадут добро. Другие будут продолжать обходить, чтобы не рисковать. Региональные соседи, Турция, государства залива, страны Центральной Азии, им интересно, чтобы коридор через Иран снова работал. Это значит более короткие маршруты, меньше затрат, больше связанности региональных хабов. Кому здесь вообще что выгодно, невыгодно в этой ситуации? Иран — это деньги от сборов за полеты и обслуживание, поддержка работы аэропортов, демонстрация «мы не парализованы» после ударов, естественно, прямая выгода, заявить о том, что страна продолжает функционировать полноценно, то есть насколько это возможно, конечно, в этих условиях. Авиакомпаниям, летающим Европа-Азия, полеты через Иран — это сокращение маршрута и топлива по сравнению с длительными обходами. Пассажиры региона: больше рейсов, меньше пересадок и задержек, частичное снижение цены билетов за счет оптимизации маршрутов. Кому это невыгодно и кому это даже может отвечать определенными рисками? Страховым и консервативным авиакомпаниям любой инцидент на зоне конфликта — огромные выплаты и репутационный удар, поэтому часть игроков предпочитает по-прежнему обходить Иран. США и Израиль в политическом плане: чем быстрее Иран восстанавливает нормальную работу, тем слабее эффект от их ударов как инструмента давления. То есть и общий образ ситуации. А что, собственно говоря, они добились? Ведь это останется в памяти. Результат на сейчас: что происходит? Запущен тестовый режим на неделю, восточное небо работает как обычно, но с дополнительным контролем и с жестким окном по времени. Несколько крупных аэропортов, включая имени имама Хаминей и Мехраба в Тегеране, снова принимают и выпускают гражданские рейсы. Полного возвращения к довоенному трафику нет, это скорее проба пера, а не окончательное открытие. Какие перспективы можем предположить? Если неделя пройдет без инцидентов, Иран может расширить часы работы и постепенно открывать больше коридоров и аэропортов, включая Запад. Опять же, как говорится, не он один здесь влияет на ситуацию. Все зависит от военной динамики, естественно. Любое новое обострение с США и Израилем снова закроет небо, причем уже на более длительный срок. В среднесрочной перспективе Иран попытается вернуть себе роль ключевого транзитного коридора между Европой и Азией, но часть трафика может так и не вернуться из-за закрепившихся обходных маршрутов и регуляторных ограничений. Такая ситуация на данный момент, друзья. Со своей стороны пишите, пользуетесь ли вы этими коридорами, да и вообще стали бы вы пользоваться столь опасными коридорами, потому что как-то, если мне память не изменяет, однажды малазийский Боинг уже воспользовался, пусть и в другом месте, но в схожей, наверное, отчасти ситуации.